Всем привет, с вами канал Календарь Рыболова, меня зовут Алексей. Вот и пролетело полгода моего пребывания в лесу, в землянке. Казалось бы, совсем недавно приехал в эти красивые места, в летние зеленые пейзажи. Сейчас картина немного изменилась, снежные горы и ледяное покрывало реки. Сегодня густой туман, оттепель, сейчас плюсовая температура, уже третий день. На льду лужи, их понемногу тает. Я приятно удивлен, что канал активно растет, подписчиков становится все больше. Огромное спасибо тем зрителям, которые меня поддерживают, дают дельные советы. И вообще, находясь в лесу в одиночестве, становится не так грустно и скучно, когда тебя поддерживают зрители хотя бы и на расстоянии. Еще раз большое всем спасибо, кто участвует в жизни моего канала. Ну а для новых зрителей я бы хотел немного рассказать, с чего все начиналось. Летом в 20-х числах июня я высадился на этот берег на лодке с туристическим снаряжением, некоторым инструментом и небольшим запасом продуктов. И начал обустраивать свой лагерь. Изначально я планировал пробыть здесь ровно год. В общем-то, пока и сейчас придерживаюсь этого же плана, но есть мысли остаться и надольше. Вот здесь я поставил палатку. Вот это моя летняя печь. Сейчас я ей, конечно, не пользуюсь. А летом готовил на ней еду, заваривал чай. Сделал ее из речных камней и глины. Она ракетного типа. Вот здесь топка. А сверху вырывалось пламя, на котором очень быстро можно было приготовить что-нибудь вкусненькое. Вот здесь рядом. Сейчас под снегом не видно. Но вот здесь такой длинный тоннель. И в конце стоит ящик, обтянутый тканью. Этот ящик служит коптилкой холодного копчения. Туда вешаются продукты, сало, рыба, мясо. В общем, все, что можно коптить. Ну а где-то здесь тоже есть топка, в которую нужно закладывать щепу. И дым, который будет проходить по длинному тоннелю, остынет, и копчение получится холодным. Вот это мой первый фильтр для воды. Его я собрал из бутылки, насыпал туда речной песок, угли из костра, и сверху все придавлено небольшими камешками. Отлично фильтровал воду, вода получалась чистая, прозрачная. Ну, конечно же, перед этим нужно было ее прокипятить. А здесь, между этими большими деревьями, у меня стоял большой шатер 3 на 3 метра с плотной водонепроницаемой тканью. В нем я и планировал, собственно, провести все время пребывания здесь, предварительно его утеплив и установить какую-то печку. Но при первом же похолодании я понял, что это не очень правильная мысль, и занялся постройкой землянки. Сейчас покажу вам, как она выглядит и где находится. Вот это натоптанная тропинка, я по ней постоянно хожу на рыбалку. До водоема здесь совсем недалеко. Вот в таком овраге я решил сделать землянку. Возможно, это не очень верное решение. Во всяком случае, очень много подписчиков говорят, что меня весной прямо-таки смоет отсюда. Но я решил, что так будет проще. Грунт здесь оказался не очень простым. Очень быстро началась глина. И выбирать ее из уклона было очень сложно. Я понимал, что полностью углубить туда все помещение я не успею до холодов. Поэтому углубился только частично, примерно наполовину. А все остальные стены я забросал тем грунтом, который остался после копки склона.
Вот эта стена не основная, она поддерживающая. Она держит тот грунт, которым подсыпана стена землянки. Вот она, основная стена. Все стены и крыша, которые имеют контакт с грунтом, с землей, они предварительно зашиты гидроизоляцией, чтобы они преждевременно не портились и не гнили. Поэтому я не переживаю за долговечность этой постройки. Простоит она много лет, я так думаю. Относительно недавно я врезал окошко, потому что без окна было абсолютно темно в землянке. Даже днем приходилось включать свет. А с электричеством у меня отдельная проблемка. Вот эта 120-ваттная солнечная панель летом очень хорошо меня выручала. Я заряжал и пауэрбанки, и телефон несколько раз в день, камеру. В общем, хватало мне на все и с большим запасом. Сейчас же, когда постоянно пасмурная, туманная погода, панельки едва хватает один раз в день зарядить телефон. Поэтому сейчас видео часто выставлять не могу именно по этому поводу, из-за нехватки электричества. Прошлой ночью я проснулся от сильного грохота, быстренько подскочил, взял фонарик, обошел вокруг землянку и обнаружил вот такие крупные ветки. Они упали на угол крыши, но вот эта ветка тоже одна из них, я ее уже притащил на дрова. Но никаких повреждений не было, потому как я уже говорил, крыша тоже сделана из очень прочных и больших по диаметру бревен. Поэтому вот так я себя обезопасил. Вот это наклоненное дерево, но я в принципе его видел, но если упадет, то мимо. А при выборе места для строительства желательно, конечно же, убедиться, что нет сухих или наклоненных деревьев в сторону вашей постройки. Когда установился лед на водоеме, периодически начали приезжать рыбаки в эти края. И узнав, что я здесь нахожусь на постоянной основе, передавали мне разные продукты. Вот эти саночки. На санках я вожу дровишки. Здесь у меня пластиковый ящик служит холодильником. Это прикормка для рыбы, для ловли. Здесь вот мой улов недавний в лючке. Вечером я его поджарю. Ну а сейчас покажу, что у меня в землянке внутри. В принципе, света из окошка вполне достаточно для повседневных дел. Но для того, чтобы показать, как я здесь обосновался, я включил свет. Поэтому постараюсь максимально быстро, для того, чтобы аккумуляторы полностью не разрядились. Вот две мои кровати. Я их сделал еще летом. Они стояли у меня в шатре, потом я их перенес в землянку. Сделал их из старой мебели, из дверей, боковин, из шифонеров. В общем, вот эти быльца для кровати тоже, и все из него же. Вот мои рюкзаки. Также полочки сделаны из того же материала. Вот полочек много не бывает, постарался сделать их везде. Вот кухонный уголок. А здесь тоже специи, продукты какие-то под столом. Тут и консервация, запас воды, аккумулятор. Везде постарался понакручивать саморезов, чтобы
можно было развесить свои вещи. На полочке свечки, фонарики, спички, аккумуляторы, кое-какой инструмент, рыболовные снасти. Кстати, вот интересный девайс. Совсем недавно я его собрал, еще не испытывал. Сейчас покажу вам поближе, возле окошка положу, чтобы было виднее. Я думаю, вы уже догадались, это будет подводная камера. Я хочу попробовать поснимать зимнюю рыбалку под водой. Как ведет себя рыба, как ест прикормку, как заглатывает наживку. Напишите в комментах, кому интересно будет увидеть такого рода видео. Вот такая конструкция, металлическая труба, полотно рулетки примотано, и на крепеже камера закреплена к трубе и заодно к самому полотну рулетки. И на рулетке я смогу ее опускать в лунку, в воду, на глубину, которая мне необходима. А за счет того, что полотно рулетки более-менее жесткое, я смогу вращать ее и направлять в нужную сторону. Лично мне очень интересно посмотреть за повадками рыбы, как там она себя ведет, как быстро поедает прикормку, есть ли она под лункой, когда не клюет. Ну и очень много интересного можно узнать с помощью такой подводной камеры. Вот сладости. Это недавно приезжали ко мне рыбаки, угостили конфеты, грецкий орех, сушки, баранки. Да, вот контроллер от солнечной панели. Кое-какие продукты. Бензопила. Темно. Это мои теплые вещи для рыбалки. Шерстяной свитер, ватные штаны теплые, палатка для зимней рыбалки. Что еще? Вот концертные калоши. В этих ящиках я храню в основном сыпучие продукты, чтобы мыши не залезли и не погрызли мне там ничего. По поводу мышей, это, конечно, отдельная история. У меня даже есть несколько видео, как я с ними боролся. Очень сильно они меня терроризировали. Но в итоге я победил. С Нового года мыши меня уже абсолютно не беспокоят. А до этого, конечно, очень напрягали, не давали спать своим шуршанием. Поэтому я пока приостановил оббивать вот этим вот зеленым материалом. Это тонкий войлок. Была мысль зашить полностью эти зоны спальные, там где стоят кровати, этим материалом. Но пока приостановился, потому что неизвестно, как дальше поведут себя мыши. В общем, я хочу еще дождаться побольше этих народных средств и полностью заложить между бревнами, чтобы мыши уже никогда сюда не лазили. И тогда уже продолжу обшивать. Двери недавно я утеплил с помощью поролона. Внутрь уложил поролон и оббил баннерной тканью, ткань ПВХ. Вот такими декоративными гвоздиками. Получилось и тепло, и симпатично. Со временем складки разойдутся, будет вообще хорошо. Вот здесь посуда, вилки, ложки, какие-то крупы. Вот эта емкость для воды по шлангу соединяется с краном. Раковина. Из раковины идет отводная труба на улицу. На улице еще 2 метра она закопана, а дальше идет канава в пару штыков в глубину и засыпана вот такими камешками речными. И получился такой дренаж. Кстати, подписчики говорили, что она очень быстро замерзнет и придется разбирать и ставить ведро под раковину. Хотя сейчас на улице и тепло, но был период, больше недели держалась температура минус 20 и ниже по ночам. И без проблем все работает. Так что вот на собственном опыте я проверил. Канализация отлично работает даже в сильные морозы. Печку я делал изначально из кирпичей, но их мне не хватило, поэтому пришлось использовать металлическое ведро из-под краски. Тоже в комментариях мне писали, что оно прогорит ровно через 2 дня. Опять же, опытом проверено. 3 месяца
отлично работает, полет нормальный. Печь отлично вообще работает. К сожалению, я не успел, как вы видите, доложить все речным камнем. Хотелось полностью дымоход до верха сделать. Вот здесь эту мойку обложить тоже камнем. Ну и такой вот столик, который будет вровень с мойкой. Вот, будет симпатично, но пока очень сложно добывать камень из-под льда, поэтому не знаю. Возможно, буду ждать весны. Ну а там видно будет. Да, и вот это место, там где у меня сейчас склад, очень в скором времени я займусь тем, что уже давно обещал, но все никак не доходят до этого руки. Не хватает, точнее, у меня материалов, чтобы воплотить в жизнь то, что я хочу здесь делать. Это пока секрет, но многие подписчики правильно ответили, предположили, что именно здесь будет. Так что пробуйте, новые зрители, догадаться, что именно хочу сделать в этом месте. Я хочу вот этот весь уступ из глины выбрать до уровня основного пола. И здесь будет очень интересная, как бы это сказать, функциональная вещь. Вот так. Пол пока остается земляным, к сожалению, ни материалов, ни времени мне не хватило для того, чтобы сделать хороший пол. Скорее всего, это тоже уже будет делаться весной. Уже прошло практически половина зимы, поэтому пол никаких проблем не доставляет. Также говорили, что от него будет очень холодно. Вообще не тянет от него никаким холодом. Я клал градусник прямо на пол. 12-14 градусов тепла показывает градусник на земле. Я думаю, не у всех в частных домах будет такая же температура. Возможно, у кого-то еще и холоднее. Поэтому он меня никак не беспокоит. Но, в принципе, для эстетики, для удобства пол я все-таки сделаю со временем. Ну вот пришло время готовить ужин. Сначала я хотел поджарить пойманную сегодня рыбку. Но рыбка уже немного приелась. Хотя еще больше мне приелся холодец, который я готовил на Новый год. Кто видел видео про Новый год, тот помнит о том, что холодца был целый котелок. И хотя я его очень люблю, но думал, никогда не скажу такую фразу, что я больше не хочу холодец. И поэтому последнее, что у меня осталось из холодца, я решил приготовить суп. У меня есть вот такой полуфабрикат, это гороховый суп. И я хочу растопить холодец в котелке и добавить туда одну картошку и вот этот вот полуфабрикат. Я думаю, хуже точно не будет. Ну вот печь трещит, холодец уже растопился. Осталось почистить картошку, порезать и добавить в котелок. Ну и еще, конечно же, добавить этот полуфабрикат. Я думаю, мясо и бульон из холодца очень дополнят его вкус. У нас обычно как бывает? Сначала что-нибудь ломаем, потом читаем инструкцию. Ну вот так и у меня. Уже принялся готовить, как решил прочитать инструкцию. Так вот, оказывается, сюда нужно добавить 1,5 литра воды. Я думал, достаточно будет стакана, как обычные полуфабрикаты заливаются. Поэтому пришлось почистить 2 картошки и добавить в бульон 1,5 литра воды. Быстренько нарежу. И отправляю в котелок. Почти закипело. Думаю, должно получиться неплохо. Так, ну что, еще прочитать, сколько надо варить? Я думаю, что суп уже готов. Сейчас проверим. Пахнет замечательно. Теперь нужно проверить на вкус.
Ну вот, это же уже на суп похоже. И мясо, и картошечка. Сейчас попробую. Добавлю немного лимона для красоты и для пикантности. Ну что, можно дегустировать. Ну что, замечательно получилось. Очень вкусно. Жаль, что в магазине не продается гороховый суп со вкусом холодца. Уже проголодался, сейчас буду кушать. Но сначала расскажу анекдот в тему про холодец. Встречаются два кума, и один у другого спрашивает: кума, что с твоей свиньей случилось? Почему-то она на костылях ходит. Так что ж, я дурачок из-за тарелки холодца всю свинью колоть. Ну и на этом буду с вами прощаться. Большое спасибо, кто смотрит мои видео. Всех с новогодними праздниками и до встречи в следующих видео.